Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал Вязания. И сегодня я к вам с предложением связать вот такой замечательный летний джемпер по мотивам немецких дизайнеров. Смотрите, женственный, благородный такой джемпер, выполненным регланом снизу. Главное его украшение – это центральный мотив, который вот сейчас на ваших глазах перед вами, да? Узор сочетает в себе переплетение с ажуром. Вяжется легко, на одном дыхании, несложно. В общем, такой, знаете, это будет такой приятный подарок самой себе, да? Женственный, благородный, с небольшим содержанием ажура, да? То есть его можно связать как джемпер, как тунику. То есть, знаете, ну такой степенный, такой чинный уклад. Цвет вы, конечно, можете выбрать любой. Мне понравился он вот именно такой вот какой-то своей стильностью, степенностью, да, и благородством. От него вот так вот прям веет. Вяжется легко, много лицевой глади, сильно не просвечивается. То есть, в принципе, вот такие преимущества. Будет хорошо пропускать воздух, потому что у него что по переду, что сзади одинаковый вот такой вот будет ветерок гулять, я бы так сказала, по шейке. Не будет жарко. Вот реально у меня была такая моделечка, и я реально ощущала себя очень комфортно даже в жару, девочки. Вот вам честно признаюсь, когда вот такой вот большой вырез используется. В то же время это так прям подчеркивает красоту и как-то, знаете, женственность вот это вот придает вашему образу. Давайте сейчас посмотрим с вами пряжу, из которой будем вязать сегодняшний образец узора. Как всегда в моем мастер-классе, значит, начинаем с выбора пряжи, спиц, вяжем узор, рассматриваем схему, все нюансы разбираем при вязании. В общем-то, считаем плотность уже конкретно и по конкретной плотности составляем описание. Сегодня у нас будет шикарный размерный ряд от самого маленького 42 до 56 размера. У нас будет описание выложено под видео, девочки. Все на ваших глазах будет сегодня совершаться. Итак, мои хорошие, давайте начнем сначала. Всем, кому приглянулась данная моделечка, в общем-то, я приглашаю на свой канал, смотрим мастер-класс до конца. И, дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания красивого этого джемпера с короткими рукавами выбрала я пряжу Газал Джинс. 50 грамм у нас с вами 170 метров. Турция. И это 58% хлопок, 42 акрил состав. Спицы будем, вот как и рекомендовано, 3,5 используем. Очень хорошая пряжа, мне понравилась. В общем-то, приятно так из нее вязать. Хотела бы, девочки, подчеркнуть, что вот у нас Alize Cotton Gold, у меня есть моток, да, и вот эта пряжа Газал Джинс по структуре очень похожа, у них плотность одинаковая. Они практически одно и то же, да. Как бы можно, если у вас есть Alize Cotton Gold, вы можете просто заменить на, как же, вот если это пряжа, которую мы вязали Газал Джинс, да. То есть это пряжи с одинаковой плотностью получаются. То есть вот так, в принципе, взаимозаменяемость такая возможна. По цвету, смотрите, я так и не поняла, где здесь цвет.
Вот с S нашла 1107, да, возможно, этот цвет. Очень приятный такой цвет, салатовый у пряжи. Ну и вот Alize Cotton Gold, в принципе, можно было из нее вязать. Она чуть посветлее, да, получается. Так что вот так вот. Вот такая особенность. Хорошая пряжа, девочки. Вот так выглядит наш раппорт одного мотива, да. И вяжется он довольно быстро, успешно. Все логично, как-то, знаете, и красиво, да. На фоне изнаночной глади будет вот такой мотив вязаться по центру. Что по спинке, что по переду. То есть ажура минимум, но в то же время сохраняется такое изящество, красота. То есть не просто лицевая гладь, которую можно связать на машинке, да, а вот такое вот у нас вкрапление красивого вертикального ажурного узора. Это очень хорошо, это стройнит фигуру, да, как-то вот эти все вертикальные направляющие узоры, они все зрительно вытягивают нашу фигуру. Общий расход пряжи, сразу буду говорить, девочки, на маленький размер, я думаю, даже 300 грамм хватит за глаза. И, ну, соответственно, на размер побольше делайте, в зависимости от вашего размера, прибавляйте там грамм по 50, по 100. На самый большой, думаю, размер 52, возможно, 400 грамм понадобится там, да, как-то так. А может быть и меньше, да. То есть расход очень будет экономичный, потому что, ну, сами понимаете, в 50 грамм 170 метров это шикарно. Это шикарно, и это очень удобно. И хлопок. Хлопок прям чувствуется, ощущается в этой ниточке. Итак, мои хорошие, давайте посмотрим схему. Пусть схема вас не пугает. Я буду очень подробно и досконально вам все показывать, как связать, как петельки, что-то там. Если есть у вас уже опыт, то, в принципе, без проблем свяжете такой ажурненький узор. Здесь есть переплетение у нас, как бы, да, перекрещивающиеся петельки. Но они незначительные, их очень мало. Вот в самом начале у нас будет перекрещивание на 5 петельках. Ну и вот здесь по центру идет косичка. Перекрещиваем мы тут 3 петли всего, да. Ну, справимся. Я думаю, справимся. Итак, смотрим схему. Схема узора центрального мотива выглядит вот таким образом, девочки. Она вяжется на 23 петлях по центру, то есть она в ширину имеет 23 петли и 38 рядов. Условные обозначения будут у нас с вами следующие. Сейчас я вам продиктую, увеличу. Смотрите, ну, кружочек это стандартно у нас с вами накид. Треугольничек вот такой у нас будет 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 вместе лицевой, вот этот знак, с наклоном вправо. Вот это у нас есть перекрещивание, девочки, перекрещивание налево 5 петель. Как это сделать, я расскажу в сегодняшнем мастер-классе, когда будем порядно вязать этот узор. Это перекрещивание тоже на 4 петлях налево, а это перекрещивание на 4 петлях направо. Вот это перекрещивание на 3 петлях направо. Смотрите, пустой вот такой прямоугольник. Значит, это у нас будет с вами изнаночная петля. И черный прямоугольник это будет лицевая петля. Я сказала, модель вяжется снизу. И реглан у нас с вами снизу формируется. И здесь все детали вяжутся отдельно и сшиваются затем. У нас будет планка вязаться на собранных петлях. Вот здесь мы петли откладываем у спинки, переда и рукавчиков. Все это откладываем. Потом собираем воедино на круговые спицы и вяжем планку резиночкой. Будем составлять сегодня с вами описание на 4 размера: 42, 44, 46, 48, 50, 52 и 54, 56.
Все это попетельное изложение будет сегодня выложено под видео для вашего удобства. Здесь же подробная последовательность всех ваших действий, как расположить узор, на какой высоте мы приступаем к регланным убавкам, да, как их сделать, эти регланные убавки, все подробным образом здесь расписано. Да. Здесь же с учетом нашей вертикальной плотности переведены уже сантиметры в ряды. Зачем это нужно делать, я сегодня тоже буду подробно рассказывать. Во второй части видео мы переходим с вами к расчетной части, когда после определенной плотности. И мы будем с вами все это попетельно разбирать. Сколько петелек придется у нас с вами на реглан, сколько петелек на вырез горловины остается и так далее. И по сборочке тоже. Все петельки подсчитаны у нас, переведены на круговые спицы, связана планочка круговыми рядами. Будет у нас использоваться резиночка 1 на 1 везде, и по низу планки, и по рукавчикам, в общем, везде. Ну и, в общем-то, останется вам потом при сборке выполнить регланные швы, боковые швы, швы рукавов. Все это последовательность действий, попетельное описание, как я еще повторюсь еще раз, будет выложено под видео. Итак, девочки, давайте не будем терять время даром и приступим к вязанию нашего образца. Для вязания образца, девочки, узора я набрала 35 петель. Значит, смотрите, сам у нас узор представляет из себя 23 петли, то есть мотив на 23 петлях. И с двух сторон по 5 лицевых я взяла, потому что вязаться он будет на фоне лицевой глади. Итого у меня получилось 35 петель, плюс еще, значит, 2 кромочные. То есть так 33, ну и 2 кромочные 35. И начинаем с вами, девочки, вязать узор. Итак, вяжем с вами первый ряд. Значит, начинаем с одной кромочной. Лицевой ее провязываем, далее вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И приступаем к вязанию нашего раппорта, нашего мотива на 23 петлях. Мы делаем накид и 2 вместе лицевой вяжем с наклоном влево. Эти 2 петли ажурная дорожка. Далее вяжем 7 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем перекрещиваем 5 петель налево. Для этого мы возьмем с вами 5 петель. Первые 2 петли у нас будут перед работой, следующие 3 за работой. И вот так их меняем. Меняйте с помощью дополнительной спицы, если не умеете вот так, как я, поменять. Да? То есть все тут просто дело, как говорится, аккуратности. Затем вяжем 2 лицевые, изнаночную. Вот как они лежат, так и вяжем. Да? И снова 2 лицевые. Очень легко это перекрещивание делать. У меня первый ряд сложно в том, что первый ряд всегда бывает не очень легко вязать, неудобно, да? Далее вяжем опять 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И снова ажурная дорожка на 2 петлях. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И осталось у нас, мотив на этом заканчивается, и остались 5 за мотивом, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочные вяжем изнаночной. Все четные ряды, то есть 2, 4, 6, 8 и так далее, мы будем вязать, как смотрят петли, накиды провязывать изнаночными. Третий ряд вяжем, девочки. Опять у нас с вами перед раппортом 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее у нас идет ажурная дорожка. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. И далее 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5.
Смотрите, далее перекрещиваем с вами 4 петли направо. Вот эти 2 изнаночные и 2 лицевые. Снимаем на правую спицу. С помощью кончика левой спицы сзади подхватываем 2 изнаночные и переснимаем их. При этом у нас вот эти 2 высвобождаются. Мы их аккуратно с правой спицы вот так вот перенаправляем, опять на левую переодеваем. Все, перекрестили направо 4 петли и вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные. Это несложно, это надо потренироваться. Далее у нас идет по центру изнаночная. И далее перекрещиваем следующие 4 петли налево. Также переснимаем на правую спицу все 4 петли. Первые 2 у нас с помощью кончика спицы переснимаются. Только перед работой они, перед работой будут. И высвобождаются следующие 2. Вот так. И мы с вами эти высвобождающиеся сзади петельки аккуратненько переснимаем и возвращаем на левую спицу. И вяжем как? 2 изнаночные, 2 лицевые. Все. Далее опять идут 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Затем идет ажурная дорожка на 2 петлях, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. На этом мотив заканчивается, и 5 лицевых у нас за раппортом. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная, изнаночная. Связали. 4-й ряд вяжем как смотрят петли. 5-й ряд. 5 лицевых. Знаете, девочки, давайте я вот эти вот дополнительные 5 лицевых больше не буду показывать в следующем ряду. То есть мы будем с вами чисто вязать наш мотив. Да? 5 лицевых связали, и начинается ажурная дорожка. Мы вяжем с вами 2 вместе лицевой, делаем накид, и 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжем. Затем у нас идет наш узор. 5 изнаночных. 5 изнаночных. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. По центру 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид. И 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжем. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Идет ажурная дорожка на 2 петлях. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все, на этом мотив заканчивается на 23 петлях. И 5 лицевых наших за раппортом идут. Кромочную вяжем изнаночные. 6-й ряд у нас вяжется как смотрят петли. 7-й ряд у нас с вами 5 лицевых я уже связала перед раппортом, как мы и договаривались. Ажурная дорожка у нас с вами на 2 петлях. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. И начинаем мотив вязать. 4 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. По центру вяжем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Затем опять идет лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Так, и далее у нас идет с вами наша ажурная дорожка на 2 петлях. Мы вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Раппорт связан. И остались у нас 5 петель за раппортом, лицевые. Смотрите, 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. Итак, 5 лицевых связали, 9-й ряд, да? Начинаем мотив. У нас идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это была ажурная дорожка. Далее вяжем 3 изнаночные,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, 5 изнаночных по центру, 1, 2, 3, 4, 5. Снова 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 3 изнаночные, 1, 2, 3. Далее идет ажурная дорожка, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, связали мотив, 5 лицевых осталось за раппортом, вяжем. 10 ряд мы вяжем, как смотрят петли. 11 у нас с вами ряд. 5 лицевых, ажурная дорожка, вяжем. Начинаем мотив, ажурная дорожка, 2 петли у нас, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Далее вяжем 2 изнаночные, 1, 2, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Далее делаем изнаночную, снова 3 лицевые по центру, 1, 2, 3, опять изнаночная, снова 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, ажурная дорожка на 2 петлях, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, связали мотив, и у нас 5 лицевых за раппортом осталось, кромочная и изнаночная, связали. Так, 12 ряд вяжем, как смотрят петли. 13 ряд вяжем, 5 лицевых, забыла связать, вяжем 5 лицевых. Итак, у нас ажурная дорожка, начинаем вязать мотив 13 ряда, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, далее 2 изнаночные, 1, 2, затем вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная. И сейчас 3 петли по центру перекрещиваем с вами направо. Переснимаем на правую спицу все 3 петли, которые будем перекрещивать. Первая петля у нас за работой, следующие 2 перед работой. Поменяли их местами. И смотрите, что делаем с первой петлей. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. И та петля, которая у нас была за работой, тоже вяжется лицевой петлей. Все, перекрестили 3 петли направо. Далее вяжем изнаночную, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3 и 2 изнаночные. Ажурная дорожка на 2 петлях. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, связали раппорт и 5 лицевых за раппортом. Кромочная, изнаночная. 14 ряд вяжем, как смотрят петли. 15 ряд, 5 лицевых, вяжем мотив. Ажурная дорожка на 2 петлях, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные. И далее вяжем 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные. По центру 3 лицевые, 1, 2, 3. Снова 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 изнаночные и ажурная дорожка на 2 петлях, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, раппорт связали,
5 лицевых за раппортом. Связали тоже кромочная, изнаночная. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. 17 ряд, 5 лицевых перед раппортом. Ажурная дорожка на 2 петлях. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее вяжем 2 изнаночные, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3. И далее опять у нас перекрещивание 3 петель направо. Делаем также 1 петля за работой, высвобождаем 2 петли перед работой, возвращаем на левую спицу и вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали. Далее 3 изнаночные. 1, 2, 3. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 изнаночные, ажурная дорожка на 2 петлях, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали мотив и далее 5 лицевых. Кромочная, изнаночная. 18 ряд вяжем, как смотрят петли. 19 ряд вяжем. Итак, у нас с вами 5 лицевых перед раппортом. Начинаем вязать раппорт. Ажурная дорожка на 2 петлях. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Далее вяжем 2 изнаночные. 1, 2. Далее вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. По центру 3 лицевые. 1, 2, 3. Снова 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночные, ажурная дорожка, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали мотив полностью и 5 лицевых за раппортом. Кромочная, изнаночная. 20 ряд вяжем, как смотрят петли. 21 ряд вяжем 5 лицевых перед раппортом. Далее у нас идет ажурная дорожка на 2 петлях. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Затем перекрещиваем 3 петли по центру, так же как мы и делали вот 2 ряда назад. Направо мы перекрещиваем. Первая петля у нас за работой, следующие 2 переснимаем перед работой и вяжем их. Ну, мне надо сейчас связать 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я их меняю местами. А вы делаете, если классика у вас, то вам вообще легко. Делаем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали. Далее у нас идут 4 изнаночные. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные. Остался ажурная дорожка на 2 петлях. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых. Кромочная, изнаночная. Отлично, связали. 22 ряд вяжем, как смотрят петли. 23 ряд вяжем 5 петель лицевых перед раппортом и начинаем мотив. Ажурная дорожка, делаем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Далее 2 изнаночные. 1, 2. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3.
3 лицевые по центру, 1, 2, 3, опять 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 изнаночные, связали. И ажурная дорожка на 2 петлях, вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Осталось у нас 5 лицевых за раппортом, кромочная, изнаночная. 24 ряд вяжем, как смотрят петли. 25 ряд вяжем 5 лицевых, ажурная дорожка, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, далее 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные и 3 петли перекрещиваем направо опять. Переснимаем их на правую спицу. Первая петля за работой, высвобождаем 2 петли перед работой, сразу я их меняю местами, вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, связали. Далее 2 изнаночные идут, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, затем идут 2 изнаночные и ажурная дорожка, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, связали мотив. За мотивом 5 лицевых осталось, кромочная, изнаночная. 26 ряд вяжем, как смотрят петли. 27 ряд у нас вяжем 5 лицевых перед раппортом, ажурная дорожка на 2 петлях, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, вяжем 2 изнаночные, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 изнаночных по центру, 1, 2, 3, 4, 5, связали. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3 и 2 изнаночные. Осталась одна ажурная дорожка на 2 петлях, вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, связали раппорт узора. 5 лицевых у нас осталось за раппортом связать, кромочная, изнаночная. 28 ряд вяжем, как смотрят петли. 29 ряд у нас 5 лицевых перед раппортом, затем идет ажурная дорожка на 2 петлях, делаем накид и вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, далее 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, по центру вяжем 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, затем 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные. И осталась одна ажурная дорожка. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали мотив. Затем у нас 5 лицевых за раппортом нашим, кромочная, изнаночная. 30 ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 31 ряд. Итак, мы вяжем с вами 5 лицевых перед раппортом, ажурная дорожка у нас началась, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и далее 3 изнаночные, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые,
По центру 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Снова 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 изнаночные. Ажурная дорожка у нас. 2 вместе лицевой вяжем с наклоном вправо. Накид. На этом мотив 31 ряда заканчивается. Остались за раппортом 5 лицевых. Кромочная, изнаночная. 32 ряд у нас вяжется, как смотрят петли. 33 ряд. У нас 5 лицевых перед раппортом. Ажурная дорожка. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и вяжем 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Далее идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. По центру 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Снова лицевая. Теперь 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. И у нас ажурная дорожка на 2 петлях. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все, мотив связан 33 ряда. Остались 5 лицевых за раппортом. Кромочная и изнаночная. И у нас 34 ряд вяжется, как смотрят петли. 35 ряд. 5 лицевых у нас перед раппортом. Далее идет ажурная дорожка на 2 петельках. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Далее вяжем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. По центру вяжем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Это была ажурная дорожка. И мы связали полный раппорт 35 ряда. И у нас осталось 5 лицевых петель за раппортом и кромочная, изнаночная. 36 ряд мы будем вязать, как смотрят петли. 37 ряд, девочки. Смотрите, вяжем 5 лицевых, как всегда, перед раппортом у нас идут. Затем у нас идет ажурная дорожечка с вами на 2 петельках. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И далее вяжем 5 изнаночных. Так, 5 изнаночных. И смотрите, сейчас будем с вами на 4 петельках делать перекрещивание налево. Меняем вот эти 2 лицевые и 2 изнаночные местами, так чтобы 2 лицевые оказались первыми, а 2 изнаночные за работой остались. Поменяем их сейчас местами, вот так аккуратно. И вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые. По центру у нас идет 1 изнаночная. А теперь следующие 4 петли перекрещиваем направо. Только наоборот получается, да? Первые 2 изнаночные у нас будут за работой, следующие 2 лицевые перед работой. Вот так аккуратно их переснимаем и вяжем как 2 лицевые, 2 изнаночные. Отлично. Осталось 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Связать, да? А вру, 5 изнаночных. Я уж испугалась. Так, 5 изнаночных. И, в общем-то, у нас ажурная дорожка осталась. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. На этом мотив 37 ряда связан полностью. Осталось
5 лицевых за раппортом, кромочная, изнаночная. 38 ряд будем вязать, как смотрят петли. Полностью связан у нас оказался с вами раппорт узора, девочки. Осталась наша задача сейчас сделать влажно-тепловую обработку образца нашего и измерить плотность, посчитать. И дальнейшие расчеты, конечно же. Итак, влажная тепловая обработка у нас горячим паром обдаем наш образец, растягиваем ему энергичненько в разные стороны, мои хорошие. Так, не переживайте, что что-то вы там вытянете, перетянете, все вернется на круги своя, поверьте мне. Очень надо нам с вами края отпарить тоже, поскольку они у нас очень активно будут принимать участие в формировании плотности. Поэтому аккуратненько выпрямляем нашу лицевую гладь с двух сторон. Так. И в таком влажном состоянии, расправленном, образец оставляем сохнуть. Теперь измеряем ширину нашего образца. Линеечкой обычной мы прикладываем и измеряем. Так, вот у нас вместе с кромочными это 17,5 сантиметров. И мы набирали с вами 35 петель в образце. 35 поделим на 17,5 сантиметров. У нас получается число 2. То есть я могу смело записать, что в 1 сантиметре у нас 2 петли умещается. Ровно 2 петли. Очень удобно считать петельки. Теперь давайте измерим длину образца. Также линеечкой измеряем. 15,5 сантиметров у меня получается. И у нас 38 рядов. 15,5. Так, 38 рядов поделить на 15,5 сантиметров. Получим с вами 2,45. Так и запишем. Не будем ничего округлять. Я пишу, что в 1 сантиметре у нас 2,45 ряда умещается. Эти цифры очень важны будут нам в расчетах, сейчас понадобятся. Мы будем составлять описание по выкройке. Расчетная часть у нас с вами будет начинаться с выкройки. Наша плотность, выкройка, счетная машинка. Ну, конечно, еще ручка понадобится. Итак, девочки, смотрим. Значит, у нас сегодня разбор размеров будет 42, 44, 46, 48, 50, 52 и 4 размер 54, 56. Вот так распределяются сегодня наши с вами петельки. И мы с вами смотрим. Первый размер. Ширина у нас 25, то есть это полуобъем бедер 25 сантиметров, то есть это 50 сантиметров. Умножаем на нашу с вами плотность в 1 сантиметре 2 петли, то есть на 2. Получаем петли 100 петель. Сразу говорю, у нас с вами узор 23 петли, нечетное количество петель, поэтому надо, чтобы было 101 петля, то есть нечетное число. 101 петля я написала. То же самое касаться будет других размеров. Смотрите, на 46-48 у нас ширина 54 сантиметра, и мы умножаем на 2, это 108 петель, я пишу 109. Третий размер 58 сантиметров, умножаем на 2, 116 петель, я пишу 117 петель. И третий размер, четвертый, то есть уже 62 сантиметра на 2, это будет 125 петель. Сразу я вам прибавила одну. Так, распределяем петли таким образом, что у нас с вами по центру располагается наш ажурный узор на 23 петлях, да, а все остальное делится пополам. Ну, соответственно, кромочная, кромочная,
на примере первого размера показываю, девочки, здесь лицевая гладь идет. То есть то, что мы с вами сегодня вязали в образце, это вот 23 петли, и с двух сторон лицевая гладь идет, которую мы с вами по 5 петель вязали справа и слева. Симметрично делим, да? Смотрите, 101 петля, отнимаем 23 узора. 101 отнять 23, получаем 78 петель. Делим на 2, получается 39 петель. Но у нас кромочный справа и слева, соответственно, получаем с вами справа и слева по 38 петель. Я сейчас все эти петли рассчитывать перед вами не буду. Они все будут у нас в нашем описании под видео выложены, да? Поэтому просто имейте в виду, что вот таким образом у нас располагаются узоры. По центру узор и лицевая гладь с двух сторон симметрично. Нас будет сейчас больше интересовать с вами регланный вот этот скос и что мы дальше делаем, как рукавчик вязать. Девочки, у нас получается, значит, на вырез горловины здесь стоят размерчики. Вот они у нас остаются после регланного скоса. У нас вот такие мерки стоят: 11,5 сантиметров, 12, 12,5 и 13, да? То есть я вам расскажу попетельно, это выглядит следующим образом. У нас на вырезе должно остаться 47, 49, 51 и 53 петли. Откуда взялось вот первый размер? На примере первого размера показываю 47 петель. Откуда они взялись? Я вот эти 11,5 петель, это половинчатый размер, да? То есть 11,5 умножить на 2, это 23 сантиметра вырез горловины. Умножаем на 2, это наша плотность. Итого 46 петель. Но у нас с вами, вы помните, да, должно быть нечетное число, поэтому 47 петель. И, соответственно, я также считала для других размеров. Получается 49, 51, 53 петли. Так, это вы тоже поняли, да? И все, что остается, у нас остается на регланный скос. Да, у нас здесь еще на пройму закрываются петельки предварительные. Смотрите, 5, 6, 7 и 8 петель, соответственно, по нашим размерам закрытие идет. И далее идет регланный скос. Регланный скос будет выполняться, там я пишу в описании, следующим образом. Вяжем, значит, лицевую, значит, вначале первая кромочная, потом лицевая петля, и только потом мы вяжем 2 вместе лицевой. Здесь будет у нас убавочки в каждом втором ряду у спинки и переда. Они вяжутся одинаково абсолютно. Никакие ростки здесь не вяжутся. Здесь будет красивый глубокий вырез горловины по переду и по спинке одинаковый вывязываться. Не переживайте, что что-то там будет сдвигаться. Это будет красиво и будет красиво сидеть. Поверьте мне, у меня была такая модель, когда одинаково вязались перед и спинка. Здесь откладываем петли, мы не закрываем здесь ничего. Мы их откладываем на дополнительную спицу, да, или на ниточку там вы нанизываете. Мы их просто откладываем. Затем мы все это собираем. Петли, которые у рукавчика останутся, у вырез горловины, переда и спинки. Все собираем и вяжем воедино резинкой. Будет красивый округлый вырез такой. Глубокий, красивый, изящный. Красиво будет преподносить шею. Итак, мои хорошие, значит, по регланной линии у нас с вами будет, значит, высота регланной линии. Смотрите, здесь по меркам 17,5, 19, 20,5 и 22 на наши размеры стоят. И я перевела это все на нашу плотность. Сразу у нас плотность по вертикали в 1 сантиметре 2,45 ряда. Так вот, я умножала эти числа, то есть высоту скоса, и переводила их с помощью плотности в ряды. То есть я 17,5 умножала на 2,45. Смотрите, мерка. Высота скоса 17,5 умножить на 2,45 плотность. Получаем 42 ряда. Всегда эта цифра бывает четной. Аналогичным образом я сделала для других размеров 46 рядов, 50 и 54 ряда на самый большой размер 54-56. И у меня попетельно получается такой расклад. Мы должны с вами по реглану убавить. Первый размер 22 петли, второй 24, третий 26
и четвертый 27 петель. Как я их получила? Тоже методом вычисления. Смотрите, первый размер. На примере первого размера показываю. 101 петля. Отнимаем 47 петель, вырез горловины. И отнимаем пройма. 5 петель у нас справа и слева. То есть 10 петель всего. Получается 44 петли. На 2 скоса делим. У нас 2 скоса. На каждый скос 22 петли. Вот эта самая цифра. Высота скоса составляет 42 ряда по нашим расчетам. И получается, что мы с вами 42 ряда делим на 22 петли, которые надо убавить. И получаем, ну вот циферка чуть-чуть не дотягивает до 2. Ничего страшного, в последнем ряду сделайте в каждом ряду убавку. Подкорректируйте. То есть в каждом втором ряду делаем убавки. Здесь у нас то же самое получается для других размеров. Вот. И как делать эти убавки, я уже выше сказала. Переходим к рукавчику, девочки. У рукавчика здесь по низу, также по меркам, по нашим, умножаем на плотность по горизонтали в 1 сантиметр 2 петли. То есть любую вот эту мерку умножаем на 2, получаем петельный эквивалент. 71 петля, первый размер 77, 83, 91 петля. Я уже все это расписала. Так, прямо вяжем на высоту 11,5 сантиметров. Прямо вяжем. Узор у нас также с вами по центру идет. Вот этот красивый наш ажурный узор на 23 петлях. И с двух сторон лицевая гладь идет также. Я здесь сейчас по петельно вам это рисовать не буду. Все есть в описании. Почитайте, девочки, там легко. Да? Как посчитать эти лицевые симметрично, вы и без меня справитесь. Тем более у вас есть описание на руках. Я просто рассказываю, откуда берутся эти цифры. Поясняю вам, да? Смотрите, поверху у нас у нашего рукава на выкройке стоят тоже мерочки. Смотрите, 9,5, 10, 10,5, 11,5 сантиметров. Вот здесь это половинчатые тоже размеры. И в петельном эквиваленте, смотрите, на примере первого размера показываю. Вот стоит размер 9,5. Умножаем его на 2. Это половинчатый размер. То есть 19 сантиметров у нас по верху рукава должно остаться. И это в петельном эквиваленте умножаем на плотность 2, получаем 38 петель. Но я пишу 39, как я уже сказала, у нас задействован узор, 23 петли, он нечетный, и поэтому должно быть нечетное количество петель. То есть 39 петель, первый размер у меня получился, 41, 43, 47 петель на наши размеры. Так, и теперь из большего числа отнимаем меньшее число, отнимаем, вот здесь у нас будет с вами небольшой такой скос, вернее скос будет тоже формироваться, но вот здесь у нас пройма тоже идет, мы так же как у проймы закрываем с вами у оката, ну здесь такой своеобразный, значит 5, 6, 7 и 8 петель, так же как у проймы здесь закрывали, да, одинаково, абсолютно копируем. И здесь остается скос, регланный скос. И в петельном эквиваленте он у нас получается 11 петель, 12, 13, 14 петель надо убавить, да. Ну и соответственно высота регланного скоса у нас такая же, как у спинки переда была, то есть 17,5, ну здесь написано вот 19, да, то есть те же самые ряды, и вот эти 42, 46, 50, 54 ряда высота, и мы также с вами 42 ряда на примере первого размера делим на 11 петель, которые надо убавить по этому скосу. 42 поделить на 11 получается в каждом четвертом ряду, девочки. В каждом четвертом ряду мы будем делать такие убавки. Здесь, у рукава. Понятно, да? Если вам непонятно, откуда взялись эти петли, я вам сейчас еще раз объясню. Смотрите, 71 отнять 39. Это низ рукава, это верх, что остается. На примере первого размера 71 отнять 39. Получается 32 петли. У нас здесь сразу у реглана закрывается 5 петель с двух сторон по 10 петель, то есть отнять 10, да? Осталось 22 петли на скос.
мы не можем. Мы делим этот скос на 2. У нас их 2, да? Делим на 2. Получается на каждый скос по 11 петель. Понятно, откуда взялись вот эти цифры? 11, 12, 13, 14, да? Понятно. Это на наши размеры. Так, и после того, как мы все это дело с вами в каждом 4-м ряду сокращаем, убавляем, да? Убираем. Регланные скосы также формируем, как и здесь у спинки переда. То есть вначале кромочная, потом лицевая петля. И потом 2 вместе лицевой уже вяжутся, да? Понятно. Так, и смотрите, на чем же я остановилась? Про вертикальную плотность забыла вам сказать. Девочки, не игнорируйте любой размер, который вы видите здесь вертикально. Я вам уже показывала, как его перевести в ряды. Вяжите, руководствуясь рядами, а не сантиметрами. То есть стоит у вас мерка 39,5 сантиметров, да? Обязательно пишите 39,5 сантиметров равно 39,5 сантиметров надо умножить на вашу плотность. У меня эта плотность получилась 2,45. Если вы будете вязать, как я, теми же спицами из той же пряжи, у вас мало чем будет вот эта плотность отличаться. Поверьте мне, она очень зависит от спиц. Получится 96 рядов. Это четное всегда число. То есть 39,5 сантиметров это 96 рядов. Когда будете вязать 96 рядов, вы будете вязать вот от планки до линии проймы 96 рядов. Не больше и не меньше. Для чего это нужно? То есть не сантиметрами вы будете там что-то вымерять, а именно рядами мерить. Почему? Объясню почему. После стирки изделие очень сильно вытягивается, как правило, да? Становится очень длинным, некрасивым. Вы можете вообще весь эффект у вас потерять ваше изделие, да? Оно станет длинным, как туника, вы его положите на полочку, вздохнете тяжело и скажете: ой, я что-то не то сделала. Или, как мне некоторые писали в комментариях, вот мы вязали из такой пряжи, и вот эта пряжа, она так сильно вытягивается. Да пряжа-то тут, девочки, ни при чем, да? При чем-то что? Что вы неправильно, не по технологии вязали. Технологии обязательно соблюдайте, вяжите рядами. Ряды легко перевести в раппорты. Смотрите, девочки, у нас раппорт составляет 38 рядов, да? Вот представьте, у вас 96 рядов. Давайте 96 поделим на 38 рядов раппорта. Получим 2,5 раппорта. Да? То есть очень легко раппортами считать. 2 раппорта и еще половиночка раппорта. Да? Вот и все. Легко сориентироваться по узору. Понятно, да? То есть это я вам на примере показала. Не игнорируйте, пожалуйста, вертикальную плотность. И по длине рукава то же самое. Все вот эти мерочки, вертикальные, прямо свои. Возможно, у вас будет здесь другая длина. Вы, может быть, захотите покороче рукавчик. Кто-то захочет 3/4 рукавчик, да, а не короткий. То есть здесь, конечно, моделируете под себя обязательно. То есть у нас у всех индивидуальный рост, там все такое, да. То есть эти все моменты, конечно, надо регулировать под себя. Вот здесь на этой выкройке это что-то среднее, средний рост, я бы так сказала, может даже ближе к высокому, да. То есть, конечно, эти моменты проконтролируйте, слепо не доверяйте тому, что пишется в описании про рост. Здесь на стандартную фигуру, да. А у нас бывает и маленький рост, и слишком высокий рост, да. То есть, как бы моменты эти надо отрегулировать для себя. Подкорректировать эту выкройку. Но это будут незначительные и несложные корректировки. Главная суть я вам сказала. Вяжите, старайтесь, все у вас получится, не бойтесь. Это несложное изделие. Это совсем несложное изделие. Такой замечательный, красивый узор. Я думаю, что вещь будет очень красиво и эффектно смотреться. Мои хорошие, я желаю вам удачи и как говорится, до новых встреч!